Привет. Сегодня меня попросили показать, как можно работать с уже существующим персонажем, который уже зариган и на котором, на костях которого есть уже забейканные ключи, а именно забейканные в каждом кадре. То есть, если мы выделим любую кость, то увидим здесь набор ключей в каждом кадре. Ну, соответственно, таймлайн у нас тоже, вы можете видеть, 30 кадров в секунду, в каждом кадре стоит ключ. Перед тем, как начать, в общем, это все дело вам показывать, я хочу вас предупредить, чтобы когда вы экспортируете какого-то персонажа, вы делали ему для его ключей всегда Euler фильтр. Иначе вот такие вещи, они портят анимацию. Если Euler фильтр с первого раза не проходит, то можно выделить вот здесь только rotate и попробовать сделать только rotate. Если и в таком случае Euler фильтр не работает, то это, скорее всего, или так записана была анимация, или можно еще попробовать вот здесь вместо Euler фильтр зайти в настройки кватерниона, Change Rotation Interpolation, и здесь попробовать сделать кватернион кубик или слерп, например. Вот, и у вас вот получится вот такая вот мешанина, и после этого обратно переключиться в Independent Euler. Вот, если уже после этого ничего не сработало, то есть вот вы делаете, то уже, значит, таким образом было записано. Но, как я уже сказал, если мы, например, другие джойнты выделим и попробуем здесь сделать то же самое, Euler фильтр, то не забывайте это делать, потому что это добавит, скажем, вам работы в дальнейшем. Все, теперь давайте к теме, кстати, ну, как мы можем видеть здесь, таким образом было записано. Ну, кое-где кое-где все же Euler фильтр сработал там в самом начале. Окей, давайте здесь выключим Infinity, они нам пока, чтобы не мешали, они мельтешили перед глазами. Итак, в чем основная проблема, если вы хотите, например, у этого персонажа сделать какие-то еще анимации. Ну вот у него есть уже существующие там 600, там 700, почти 700, 650 кадров, да, и вы хотите дальше какие-то добавить, например, по какой-то причине именно в этот файл добавить еще какие-то анимации. Ну, к примеру, для того, чтобы потом их с помощью гейм-экспортера заэкспортить и так далее. И, ну, вы же не будете ноги вот таким образом анимировать, да, надо же как-то икашку назначить. Соответственно, если вы сейчас вот зайдете в его T-позу, а у него, кстати, здесь тот человек, который это делал, он в нулевом кадре, его поставил своего персонажа в T-позу. Соответственно, нам это облегчит задачу. Если бы не было такого, если бы он бы стоял в какой-то вот типа такого позы, нам бы пришлось, конечно же, его там обнулять его ротейшены, то есть каждую кость, не прям что выделять каждую кость, но вот через select иерархию вот здесь это все дело приводить в ноль. Вот, вы видите, что иногда происходит такая вещь, то есть искать, какие джойнты, на какой угол нужно повернуть, там на минус 90, на 90, чтобы он в итоге подобрать такие углы, чтобы он превратился вот в такого персонажа. Кстати, можно, пока все выделено, всем костям сделать Euler. Но вот некоторые там проставились. Окей. Смотрите, что будет, если я назначу create handle на ногу. Так как там на ней уже ключи стоят, то происходит вот такая ситуация, и вы, соответственно, не сможете с ней никак работать. Для этого нам нужно предварительно пока что перенести нашу анимацию именно вот с этих костей временно на локаторы, для того, чтобы добавить сюда промежуточный скелет, который мы будем использовать просто как поверх, для того, чтобы можно было хоть как-то, ну, работать с персонажем. Ну, чтобы как минимум и кашки работали. Давайте создадим локатор. Локатор. Ну и увеличу в размере, чтобы его видно было. Соответственно, сюда. Но на самом деле нам вот этот верхний локатор, скорее всего, не понадобится. Давайте пока что без него, если что, мы его создадим. Вот, и теперь нам эти локаторы надо приконстрейнить. То есть этот локатор, соответственно, сюда констрейнится, а этот локатор констрейнится сюда. Constrain parent. Все, вот этих два локатора, вот вы можете видеть, здесь на них стоит constraint. И теперь мы их бейкаем. Но тут у нас огромное, конечно, количество кадров, придется бейкать все. Сколько у нас получается? До 650, о, четко угадал. Ну окей, давайте тогда все пробейкаем. Case Bake Simulation.
Окей, два локатора, оно быстро пробейкалось. И у меня за правило всегда после любого бейка делать, ну, с такого длинного, делать Euler фильтр, чтобы избавляться от этого. Все, то есть мы временно получили наше движение ноги. То есть, смотрите, я теперь удалю вот эти констрейны, да, на локаторах. А локаторы все равно двигаются за ногой. Потому что на них переданы через констрейны и забейканы ключи, и они, по сути, повторяют движение один в один. И, соответственно, ну, потом для второй ноги попозже сделаем. Пока что достаточно будет, в принципе, показать вам. Да и на самом деле вы сами можете сделать для второй ноги, оно все по образу подобию. Все, теперь нам надо создать промежуточный скелет. Для этого заходим в Skeleton, Create Joints. И нам нужно... если мы сюда класснем, то иногда бывает такое, что он пытаться будет вытянуть из существующего скелета joint. Поэтому можно просто в произвольном месте класснуть, а потом так вот, насколько это возможно, не насколько возможно, четко подогнать. Сейчас давайте сделаем, скроем наш меш, чтобы меш не мешал при подгоне polygons. Так будет намного удобнее. Значит, раз, два и три. И давайте сделаем ему Scale Hierarchy, этому нашему скелету, сделаем его размер. Давайте его сделаем 1. Для того, чтобы, ну, там у этих костей 2, а у него будет 1. Ну, чтобы он отличался, этот скелет, чтобы видно было его хотя бы. Все, и теперь нам надо сделать Orient Joint, понятное дело, для него. Ну, давайте полигоны вернем, чтобы было видно. Так, я полигон не нажал. Окей. Все, и теперь надо сделать типичный joint orient. Orient joint. Ну, для того, чтобы сейчас, когда мы назначили сюда икашку, вот, то есть мы будем сейчас в дальнейшем сюда назначать ик. Можем сразу проверить, как она работает. Вот мы можем видеть, что, в принципе, она довольно себя неплохо ведет, но она, видите, она работает на другом скелете, как бы на промежуточном получается. Все. Икашку туда уже мы назначили. Теперь нужно будет на этот скелет сделать для него какой-то простейший риг. Ну, конечно, можно и локаторами управлять, для того, чтобы хоть как-то было у нас какая-то работа нормальная. Сделаем вот такой вот circle. То есть я его создал. Добавлю его в группу. То есть это хорошее правило. Все подобные объекты перемещать, используя группу. Вот, сделать можно ему еще там какой-то уникальный shape. Ну, это уже каждому в зависимости от того, какой у него персонажа. То есть можно сделать какой-то уникальный внешний вид этого контроллера. Ну и фризим его. И зачем мы кидаем в группу? Для того, чтобы все перемещения на группе оставались. А локатор был, вернее, не локатор, а контроль здесь был чистый. Все, и, соответственно, мы теперь можем для вот этой ноги мы теперь можем, ну, во-первых, давайте приконстрейним, наверное, к ика-хендлу. Сделаем constraint point, потому что ика-хендл, он у нас не работает с ориентами, но он их просто не понимает. А вот с поинтами он работает. Вот, и теперь нам нужно также получить наши, мало того, что перемещение отсюда, то есть у нас здесь есть перемещение от этой кости, они, в принципе, нормально будут работать. Мы прям, то есть отсюда кидаем parent constraint на этот joint. Все, то есть у нас как минимум уже наш промежуточный скелет будет двигаться за вот этими основными костями. А дальше у нас сейчас будет наоборот система. Так, давайте, наверное, еще получим эти движения, перекинем на наш control. Значит, выделяем локатор, выделяем control. Parent. Все, теперь если у нас будет, допустим, двигаться локатор, то control тоже будет двигаться. Ну и вы можете видеть, полвектор тоже работает. А здесь... Вот здесь нам нужно использовать вот этот локатор, он же с ключами, его использовать как полвектор. Полвектор constraint. То есть вот на наш ika-handle кидаем constraint, полвектор. Все, теперь получается за этим локатором у нас работает полвектор. За вот этим контролем, ну на данный момент локатором, работает нижняя часть. И все. И теперь нам нужно вот на вот этот контрол получить ключи. Соответственно, делаем bake. Все, теперь смотрите. Он один на один повторяет ногу точно так же. Все, мы теперь получили, ну, сделаем, конечно, Euler фильтр. Мы теперь получили на вот этот control
ключи, можно отсюда constraint удалять, и мало того, что можно еще удалять, можно еще удалить и вот этот вот локатор. А этот у нас может остаться просто как полвектор. Соответственно, вы можете, конечно же, тоже специально его поменять тоже на какой-то нормальный контрол, нормального внешнего вида, а не локатор. Ну, в данном случае пусть будет так. Все, теперь смотрите, теперь что мы получили? У нас вот работает промежуточный скелет. То есть вот, но пока что, видите, нога за ним не двигается. То есть вот все промежуточно работает. Один в один. Вы, по сути, можете управлять этим промежуточным. Ну и теперь, чтобы двигалась за ним нога, то есть здесь вы помните, здесь я делал наоборот с этой кости на эту. А здесь будем делать в обратном направлении. Наоборот, получается, с нашего промежуточного скелета мы будем управлять этим. То есть делаем, здесь уже делаем parent. Ну, один в один будет управление. Ну, соответственно, здесь тоже выделяем, делаем parent. Все, теперь, когда мы вот здесь начнем двигать, соответственно, будет двигаться нога. Но вращение пока не работает. А почему? А потому что мы сюда, на вот этот joint, не назначили orient. Constraint, orient. И теперь, так, да, мы не назначили orient. Назначим, короче, почему не сработало? На самом деле все сработало, просто я забыл, что, то есть orient здесь назначен, вот он. Orient, parent, ну вот, получается, через секунду я, наверное, его удалил, да, я его, наверное, отмотал назад. Да, скорее всего, я его удалил. В общем, я сюда назначил orient, но, понимаете, моя ошибка была, что здесь уже назначен parent constraint от вот этой кости, а я пытался сюда orient назначить. Это была моя ошибка. Соответственно, надо orient назначить на вот этот joint, на вот этот маленький joint. Orient. И получается, он будет, мы будем управлять им, а он будет управлять вот этой костью. То есть вот, получается, крутить. Получается, теперь промежуточно мы крутим control. Control крутит туда маленькую косточку, маленькая косточка крутит вот эту большую. Ну и перемещение то же самое работает. Вот, соответственно, и полвектора у нас то же самое работает. Вот, ну и мало того, что мы можем теперь править это все, так он еще и продолжает себя вести точно так же, как анимация. Если на это дело закроем, можете видеть, что как до этого оно работало без, то теперь оно работает с ригом. Соответственно, вы теперь, единственный у вас способ, как это все дело править, вы, конечно, можете здесь это в каждом кадре править, если вам хочется, но я вам это не рекомендую. Я рекомендую вот на вот этот контрол и на вот этот локатор создать анимационный ключ, анимационный слой. И если вам надо, например, подвинуть вот в этом моменте, где нога перемещается вперед, например, вот отсюда, к примеру, сюда, вам хочется ближе ее переместить, ну вот просто используйте анимационные слои. Ну, а там дальше куда-то вы хотите, например, назад ее. Здесь тогда zero key обратно ставить. То есть, ну, то есть это обычная работа со слоями. Я на канале уже себя много раз показывал. Вот. То есть все, вы работаете как с обычным ригом. Поэтому здесь, в принципе, все становится просто. И, то есть, получается, у вас вся работа происходит через промежуточный скелет. И работает, конечно же, полвектор тоже. Ну, то есть полвектор, конечно, тоже надо двигать. Если вы там, например, забываете двигать, соответственно, вам ногу будет выкручивать. Также вы можете сделать все то же самое на левую ногу, на руки. Если вам нужно руки касаться чего-то, то точно так же вам нужно сделать на руки. Если вы хотите тазом управлять, кстати, видите, все продолжает работать. То есть тоже можете сделать свой контроль. Поэтому удачи. Это одна из таких самых простых работ технического аниматора, которая считается рутиной. Вот. А как-нибудь в будущем я еще расскажу, как можно будет заскейлить персонажа. Если вы, например, ошиблись со скейлом, сделали, например, человека высотой 30 сантиметров и сделали уже риг. Ну, полноценный риг, вы там неделю делали. Я как-нибудь расскажу, как можно спасти себя в таком случае, потому что вы просто так риг не отскейлите. Как можно сделать скейл для всего персонажа, если вы попали на такой случай. Ну все, пока.